Всем привет! Сегодня мы обсудим популярную проблему современных контент-мейкеров на примере игры «Ходячие мертвецы» от издательства Telltale Games. Визуальные ляпы появляются как в кинематографе, так и в игровой индустрии. Они могут появиться либо в виде обыкновенных багов, либо же им способствует невнимательность или же лень разработчиков. В случае же с «Ходячими» кажется, что создателя посещал регулярный склероз перед созданием каждого эпизода. На протяжении первых, второго и третьих эпизодов в игре был такой персонаж по имени Лили, который по ходу эпизодов каким-то образом менял свою внешность. Не верите? Так почему в первом эпизоде она выглядит так, а во втором эпизоде ей сделали цветокоррекцию лица и накачали губы ботоксом? Что? Даже у Ли, главного героя всей игры, тоже есть несколько ляпов. Во втором эпизоде Ли носил черную куртку вместо той синей, которую он носил в первом эпизоде. Но в третьем эпизоде он вновь решил надеть ту самую синюю рубашку, которую носил до самого конца игры. И все бы ничего, если бы к промо третьего эпизода нам бы не показали Ли в черной куртке. Вот сами посмотрите, как вам эти две сцены. И это не единственный раз, когда на превью четвертого эпизода Ли должен был быть в черной куртке, но в самом же эпизоде он был в синей рубашке. Может, это костюмеры периодически давали то куртку, то рубашку, потому что они были в стирке? Мне самому интересно, надо будет спросить. В Кенни тоже есть один забавный ляп. Если вы играли в данную игру, то вы должны помнить, что в конце четвертого эпизода нам нужно уговорить людей из нашей группы, чтобы они помогли провести поиски Клементины. Если вам не удается уговорить Кенни, то он остается, чтобы отвезти лодку на причал. Но вместо этого люди Верона придут, чтобы украсть лодку, при этом забьют Кенни. Так вот, в начале каждого эпизода нам показывают, что произошло в предыдущих эпизодах, и пятый эпизод не стал исключением. Когда нам показывают, что происходило в четвертом эпизоде, можно заметить, что Кенни нам показывают уже избитого, хотя в четвертом эпизоде он был нормальный. Ну, сами посмотрите, это одни и те же кадры. В третьем эпизоде в порыве гнева Лили убивает Карли, либо же Дага, в зависимости от выбора в первом эпизоде. После чего Кенни бросает возле ее трупа Ходячего и уезжает. Но это был не последний раз, когда мы видели Карли. Камео ее, так сказать, мертвого тела мы можем увидеть в дополнительном эпизоде 400 дней. И когда нам предстоит играть за Рассела. Но я пришел говорить тут не о пасхалках, а о ляпах. И ляп это, сами посмотрите, ничего не смущает. Ну, например, куда делся долбанный Ходячий? Вот сами посмотрите, ничего не смущает. Он просто исчез. Да, но там неподалеку лежал один Ходячий. Он лежал совсем в другом месте. И ему просто не понравилось, наверное, тут лежать. И он такой: «О, черт, меня тут как-то не то. Пойду-ка я лучше там прилягу». По-другому эту аномалию никак не объяснить. Ну, разве что лень разработчиков. Ах да, точно. Как-то я позабыл совсем об этом. И это были все ляпы, которые были замечены в первом сезоне. Но разве что стоит упомянуть ляп, который преследовал игру на протяжении всех 3 сезонов. Это одни и те же модельки Ходячих, которые были однотипные, но в принципе подобное можно простить. И всем спасибо за просмотр. А что делать? Ну, вы сами знаете. И, кстати, да, пишите, пожалуйста, в комментариях, какие ляпы вы тоже видели в данной игре. Всем спасибо, всем пока. Текст читал Дюплик специально для канала Blaster Blade.